Вечер, начавшийся так давно, уже растворился в ночи, и нормальные люди сейчас досматривали свой 10-й сон. Ну так это там, за окнами. А в роддоме ни дня не бывает, ни ночи. Акушеры это хорошо знают, да и роженицы тоже. И никто, что примечательно, на такой порядок не сетует. «Ну, давай еще, милая», — ласково сказала Антонина Сергеевна. Молодая женщина выдохнула сквозь стиснутые зубы. Рыжеватые пряди прилипли к вспотевшему лбу. «Ты молодец, у тебя все отлично получается», — подбодрила ее акушерка. «Сейчас схватка пойдет, и всё изо всех сил, хорошо». Роженица слабо улыбнулась. «Постараюсь. Я постараюсь». Она прикусила губу. «Давай, все. Еще. Молодец, вот умница. Еще чуть-чуть». Все, малыш рыбкой скользнул в теплые руки Антонины Сергеевны и тут же оглушительно закричал. «Ох ты ж, громкий какой мальчик!» Заулыбалась женщина и как 1000 раз до этого подумала о том, что каждый ребеночек, которого она приняла, а за 40 лет их было немало, становится немножечко родным, будто сама только что рожала его вместе с матерью. Ох, какой горластый! Богатырь у нас нынче на свет появился, да. А ну-ка посмотрим. Она посмотрела в крошечное личико и вдруг побелела и качнулась, едва не упав. «Танечка», — подозвала она молоденькую медсестру, «ребенка возьми, мне что-то поплохело». Девушка быстро забрала у нее кричащего малыша и уложила его на живот матери. Рыжеволосая женщина счастливо вздохнула и положила обе руки на детскую спинку. Мальчик был таким маленьким, что матери почти удалось спрятать его под ладонями. «Привет, мой маленький», — прошептала она. «Марк, солнышко мое, здравствуй». Антонина Сергеевна быстрым шагом пересекла этаж родильного отделения, свернула к лестнице и только там, прижавшись к перилам лбом, разрыдалась. «Тоня, Тоня, ты чего?» Кто-то тряс ее за плечи, снова и снова звал по имени, но кто это был, она так и не разобрала. Да и не стремилась. Слезы, те самые, что подавлялись, прятались все 5 лет, хлынули наружу, и сдержать этот поток было нечем. И, наверное, незачем. Все те же руки кое-как помогли ей подняться со ступенек, а потом подталкивали, заставляя идти по коридору. «Это тебя с устали так кроет, Антонина», слышался, словно бы издалека, женский голос. «Ничего, сейчас у меня посидишь, отдышишься, примешь 5 капель и домой отсыпаться. Я тебя провожу. Не бережешь ты себя, а зря. Нельзя так пахать, чай не лошадь». Хлопнула какая-то дверь, а потом в глаза ударил яркий свет. Неугомонные руки подтолкнули вперед, и Антонина рухнула в мягкое кресло. «Вот так посиди, Тоня. Сейчас мы с тобой. Отдохни. Чего стряслось-то?» Только сейчас акушерка поняла, что сидит в кабинете заведующей, а сама она стоит напротив, смотрит испуганным, чутким взглядом, задает вопросы. А как на них отвечать? «Это же Васька». «Без объяснений», — сказала Антонина Сергеевна. «Васька мой родился». И увидев, что заведующая ее не понимает, все-таки начала рассказывать. «Но не может такого быть, Антонина». Заведующая достала из тумбочки початую бутылку коньяка, щедро плеснула его в рюмку и придвинула к акушерке. «Давай-ка залпом, как лекарство. Все равно смена уже закончилась, так что даже если даст в голову, не страшно. Ляжешь здесь на диван и спи хоть до утра, ключи я оставлю». Она старалась говорить побольше на любые темы, лишь бы рыдающая акушерка успокоилась. Но Антонина только упрямо мотала головой и все яростнее терзала в руках носовой платок, то затягивая на нем узлы, то развязывая их снова. «Пей!» — прикрикнула заведующая. Сама взяла рюмку и поднесла ее к губам Антонины. «Ну, открывай рот. Глотай!» Акушерка с трудом сделала большой глоток и тут же зажмурилась. «Водой запей!» И тут же в руки ей сунули большую керамическую кружку. «Запивай!» Антонина послушно отпила. Дышать стало легче. Заведующая посмотрела на нее с сомнением. Акушерка Антонина Сергеевна была просто отличной, тут и говорить не о чем.
Сейчас таких уже нет. Не делают таких больше, это точно. Но вот возраст ведь уже такой, что другие, правда, бывает и дольше работает. Ну так и запас прочности он у каждого свой. В отпуск ее, что ли, отправить. Может, отдохнешь недельки 2. Озвучила заведующая только что пришедшую в голову мысль. Заработалась ты, вон уже. А от усталости, Тоня, чего не примерещится. Это я тебе как специалист говорю. Не отдыхаешь ведь совсем, каждый день на работе, смена не смена. Вот и, думаешь, я совсем с глузду съехала. Подняла глаза Антонина. От старости ли, от усталости ли? Я же тебе говорю, не мерещится мне. Да что ты думаешь, мать да свое дитё, чтоб не узнала. Брось, Софья, не бывает такого. Какая мать, Тоня? Почти закричала заведующая. Какое дитё? Его мать в палате лежит, от родов отходит. Ты же сама пацана и приняла. Тоня, опомнись ты, ей-богу, сама не знаешь, что мелешь. Это Васюткин сын, твердо сказала акушерка. Внучок у меня народился, Соня. Я ж не дура, Ваську с другим спутать. А этот мальчонка с Васькой одно лицо. А Васька-то твой где? Осторожно спросила заведующая. Она знала историю акушерки. Единственный сын Тони, Василий, лет 5 как уехал в город, и больше его никто не видел. Антонина поначалу и полицию подключала, хотела хоть тело сына получить, похоронить по-человечески. Но ни самого Васьки, ни его тело так никто и не нашел. Спустя положенный срок Василия признали умершим, выдали матери какую-то справку, и Тоня чуть с ума не сошла от этой бумажки. Никого, кроме сына, у нее не было. Ни мужа, ни котенка, ни собачки. Вся жизнь, работа и сын. Ничего больше. А теперь полжизни взяло и отвалилось. Тогда ее всем миром вытаскивали. Заведующая тащила Антонину на работу, уверяя, что молодняк у них в роддоме наитупейший. Все, как на подбор, простых вещей не знают, элементарного не умеют. И без старших опытных коллег им нипочем не справиться. А в редкие выходные, когда удавалось уговорить Тоню пойти домой отоспаться, соседи по очереди заглядывали в гости и, сменяя друг друга, сидели у нее с утра и до позднего вечера. Разговорами развлекали, по дому помогали, где нужно. Казалось, вытащили. А вот на тебе сбрендила, похоже, Антонина наша Сергеевна. Беда, ты Ваську-то самого давно видела. Не хочется тебе напоминать о плохом, Тонь, но официально признан умершим, отчеканила акушерка. Помню, и напоминать не надо. Так, это ты помнишь. Тогда откуда же сын у него? Акушерка безмятежно улыбнулась и пожала плечами. Но ведь и мертвым ведь никто Ваську не видел, правда. Рыжеволосая женщина спала. Сынишка ей достался спокойный, не шумный совсем. Пусть радуется. Другие ребятишки такие концерты устраивают мамам, вздохнуть некогда. А этот тихий. Повезло, молодая женщина, словно почувствовав, что на нее смотрит, проснулась. Дрогнули веки, а потом большие серые глаза распахнулись во всю ширь. «Здравствуйте. Тебя как зовут?» «Алиса», а его она показала на сына Марк. «Марк, значит», — кивнула заведующая, «а меня Софья Константиновна. Ну что ж, Алисонька, роды прошли хорошо, восстанавливаешься ты очень быстро. Скоро уже и на выписку. Муж тебя заберет». Женщина внимательно посмотрела на заведующую, потом опустила глаза. «Нет, не муж, я вообще не замужем. Но папа-то у ребеночка имеется все равно», сказала Софья, внутренне морщась от собственной бестактности. Будь ее воля, никогда бы в душу лезть не стала, но Тоня как с ума сошла. Твердит, что крохотулька Марк, сын ее Василия, и точка. И тут уж хочешь не хочешь, а выход только один — предъявить ей настоящего папашу-младенца. А то ведь в психиатрическую баба попадет. Жалко, имеется, конечно, нехотя ответила Алиса, только вы меня про него не спрашивайте. Не знаю я, кто он. Это как же так? Удивилась заведующая. Женщин она на своем веку повидала много.
и были среди них самые разные, и тихие домохозяйки, и верные жены, и хваткие бизнес-леди, давно не верящие в любовь и матери-одиночки, ставшие таковыми по великой любви, которая закончилась великим же разочарованием. Ну и гулящих, а как же без них, она тоже перевидала немало и отличать их умела безошибочно. Так вот, Алиса совершенно точно была не из таких. Глупо получилось, призналась новоиспеченная мать. Я в тот раз сессию сдала хорошо так, на одни пятерки. Решили отметить с друзьями, нас там целая компания была. Ну и хватанули лишнего все, конечно. Да отмечались. Я напилась сильно, заснула. Утром уехала домой, а через 2 недели. Все по стандарту, в общем. Задержка, тест, 2 полоски. Аборт делать не стала, боюсь я этих дел. Да и малого жалко, он-то тут ни при чем вообще. И куда же ты теперь с ребенком? Не знаю, подамся пока домой к родителям, а там видно будет. Может, на работу устроюсь хоть на неполный день или посменно. Деньги-то нужны. Понятно, вздохнула Софья Константиновна. Ну что же, Алисонька, ты не отчаивайся. Всякое бывает в жизни. Даст Бог, и ты выплывешь. Маркуша твой подрастет, тебе подмогой станет. А ты и работу найдешь, и деньги зарабатывать научишься. И замуж еще выйдешь. Ну, пойду я. Отдыхай, девочка, а то потом некогда будет. Колики, зубки. Из палаты Алисы она выходила, чувствуя себя нахальным воришкой, только что укравшим чужую тайну. «Ну, что я тебе говорила, Тоня?» — сказала Софья Константиновна. После работы она пошла домой не сразу, хоть день и выдался сумасшедшим. Но, проходя мимо дома Антонины, заметила свет в окнах и решилась. Открыли ей сразу, и заведующая поняла, что правильно сделала, что зашла. Вот не спит же Антонина, мучится, наверно, думает все о сыне. Я все разузнала. Алиска, эта мама ребенка, все мне выложила, как на духу. Говорит, отца ребенка она не знает, гульнула по поводу закрытия сессии, там их много было. Легла спать, проснулась беременной. Так что врет, сухо заметила Антонина. Врет, согласилась заведующая. Сама вижу, что брешет, а как правду узнать. Но Тоня, но не может этого быть. Васька твой. Я знаю, это больно. Но ведь он жив. Вот я знаю это, точно теперь знаю. И не уговаривай меня. Чай-то будешь. Да я на работе выпила, отмахнулась Софья. Ей хотелось плакать. Антонина, лучшая акушерка, почти что подруга. Невыносимо было видеть, как она теряет рассудок и не хочет ничего слушать. «Ладно», — решительно сказала она. «Алису с детем выписываем послезавтра. Мы за ней проследим. Сядем в мою машину и поедем следом. Но обещай, если никакого Васьки не встретим, то ты об этой истории забудешь навсегда. Обещай, Тоня. Потому что... Что потому что? Потому что я за тебя боюсь». Просто закончила заведующая. Из роддома Алиса вышла задумчивая, крепко прижимая к себе малютку Марка. Постояла, огляделась вокруг, словно убеждаясь, весна никуда не делась, вот она вся тут, с ее солнцем, лужами, набухшими почками на обалдевших от тепла ветках. И пошла неторопливо, медленно, в сторону остановки. «Знаешь», — задумчиво сказала Антонина, провожая взглядом девушку, мне ее жалко. Как-то так, не в общем даже, а вполне конкретно. О чем ты? Софья медленно ехала следом за Алисой, стараясь держаться на солидном расстоянии. Оттого казалось, что маленький серебристый автомобильчик тащится неловко и лениво по весенней грязи, то ли скорости в нем нормальной не осталось, то ли на солнышке греется. И о том, что всю жизнь боялась, что влюбится мой Васька в какую-нибудь богатейку, а она ему всю душу изорвет в клочья, а потом и променяет на другого. Равного, понимаешь. Они-то ведь денежные, которые на деньгах жениться хотят. А вот на эту Алиску смотрю, нормальная же девчонка в общем. Видно, что нормальная. Тихая, не наглая. Голова и то не крашена,
и на лимузинах за ней никто не приезжал. Да и передачек-то даже не было. Родители, видать, далеко, а может быть, работают много, вот о ней и позаботиться некому. И вот, чтобы моему ее не встретить, уже бы старше их в детсад ходил. Ну, или я бы с ним нянчилась. Заведующая опасливо покосилась на Антоню. Опять она за свое. Надо бы придумать что-то, отвлечь ее, заговорить. Алиса тихо села в автобус и устроилась с малышом у окна. «Ну вот, хоть не стоя поедут», — вздохнула Антонина. «Эх, Васька, Васька, куда ты глядел только?» Тоня, надеясь сбить подругу с этой сумасшедшей волны, спросила Софья Константиновна, «А почему ты боялась, что твой Васька именно в богатую влюбится? Ему что, простые девчонки не нравились?» «Да это я так». Поморщилась Антонина, и сразу стало понятно, что ей неприятен этот разговор. Но выговориться очень хотелось, так что она продолжила, стараясь по возможности рассказывать сухо и коротко. В юности был у меня один. Парень мой, ухаживал он за мной долго, красиво так. Цветочки дарил каждый раз, стихи даже читал. Я долго держалась, а потом как-то неделя проходит, другая, а его все нет. А у меня сердечко кровью обливается, любила ведь его. Только все гордой хотела казаться. Все ночи ревела белугой. Потом он приехал, я, конечно, сразу вся расцвела, как дура. Плачу, обнимаю его, рук разжать не могу. Тут-то он мне всю свою правду и выложил. Мигом ручки разжались. Какую правду? Софья пристроилась за автобусом и старалась ни на миг не выпускать его из виду. На остановках приходилось трудно, надо было следить, не вышла ли незаметно и Алиса вместе с потоком пассажиров. Но каждый раз оказывалось, что она сидит все там же, у окна, и смотрит то на улицу, то на своего малыша-сынишку. «Правду», — проворчала Антонина, что папенька егойной простую девчонку в снохи не желает, хочет, чтоб такую, чтоб и родители при деньгах были, и сама. Так вот моя любовь и окончилась. А парень-то чего? Усмехнулась Софья. Так вот взял и папашу послушался, спорить не стал. Артурка-то, да какой из него спорщик? Домашний мальчик, тихий, в шахматы играл хорошо. Поплакали мы с ним вместе, а потом он уехал. Ну и все, обидно было. Если б разлюбил, наверное, и то не так бы обидно, а тут просто. Отца послушался, а Васька — это его сын. Артуркин? Нет, качнула головой Антонина и надолго замолчала. Наверное, воспоминание об отце Василия было не из приятных. Вот ей боялась, что и с Васькой так же будет, снова заговорила она. Не хотела я ему такого, понимаешь? Понимаю, Софья не отрывала взгляда от автобусной остановки. Какие же глупости рушат людям жизнь. Какой-то папаша со своим отцовским повелением, и вот рухнула юная любовь. И жалко ведь, жалко до слез. Мальчишка этот, Артурка, или как там его, он, может, и неплохой был, не подлый, просто пацан еще. Молодо зелено. Был бы постарше, поопытней, глядишь, и остался бы с Тоней, а отец бы простил со временем. Куда ему деваться? А так, вот и Артурка слезами умылся, и Тоня всю жизнь без мужика. Работа, сын. Чего же тут не понять? Смотри, Алиса вышла из автобуса последней. Марка она чуть покачивала на ходу. Наверное, малыш уже проголодался. Вижу, почему-то шепотом отозвалась Антоня. Давай за ней, только медленно. Девушка уверенным шагом шла прямо к новостройке. Дом был богатый, явно не для всех. Это был дом-статус, из тех квартиры, в которых стоит целое состояние, потому что они не для жизни, а для демонстрации. Носы людям победнее утирать с внезапной злостью, подумала акушерка. Это вот здесь ее родители живут. Присвистнула Софья Константиновна. Однако интересная история вырисовывается у нас, Тонь. Родители-то у девчонки не бедные, а дочь в поселковом роддоме рожала, да еще и на автобусе до дома добирается. Дела, что ж, это они кровиночку-то свою так не любят. На курортах, небось, прохлаждаются, буркнула Антоня. Не до дочери им, не до внука.
нелюди, Алиса тем временем достала из кармана ключи и вошла в подъезд. «И что теперь?» — растерянно спросила заведующая. «Назад надо поворачивать. Не встретили мы никого. Поедем». В глубине души она была даже рада, что вся эта история с помешательством Антонины имеет реальный шанс закончиться прямо здесь и сейчас. Теперь они вернутся домой, Тоня наконец выспится, а с утра придет на работу, и все будет как обычно. Роженицы, новорожденные малыши, улыбки и чай в перерывах. Антонина отвлечется, и это поможет ей вернуться в колею. Через месяц она и вспоминать забудет о рыженькой Алисе и ее Маркуше. «Поедем с...» Тоня подняла руку, прижала к губам указательный палец. «Помолчи ты, Соня, ради бога». Лицо ее побледнело, и вся она будто заледенела на один долгий, бесконечно долгий миг. Заведующая проследила за ее взглядом. Дверь подъезда, в который несколько минут назад вошла Алиса, снова распахнулась. На улицу шагнул парень, среднего роста, крепко сложенный. Сколько ему? 25. 30? Софья мотнула головой, отгоняя эти бессмысленные подсчеты. Главным было то, что не нужно было быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, что этот парень совершенно точно родственник Антонины, причем не дальний. Васька, Антонина так резко распахнула дверь авто, что заведующая испугалась, выломает же к чертям. Но дверь уцелела, а Антонина уже бежала по улице навстречу сыну. Василек, Васенька. Они почти что врезались друг в друга, и Софья на секунду зажмурилась, что если Тоня и впрямь помешалась, и сейчас этот Вася, который не Вася вовсе, а какой-нибудь Дмитрий, оттолкнет сумасшедшую бабку. Или если это и есть Вася. Вдруг он не захочет признать мать, посмотрит холодно, свысока, процедит сквозь зубы: «Женщина, я вас не знаю». Вот что тогда с Тоней делать? Не надо было ехать сюда. Или надо было, но одной, без нее. Ох, Господи Боже! Она осторожно приоткрыла глаза, и словно гора с души свалилась. Васька прижимал к себе мать, целовал ее в поседевшую макушку и, кажется, даже плакал. «Прости меня, мама, я не мог рассказать тебе всего». Он сидел на заднем сидении машины, не выпуская руки матери из своей. А бросить мать на 5 лет мог, значит. Фыркнула Софья. «Так уж жизнь сложилась», — грустно сказал он. «Мама всегда боялась, что я полюблю девчонку из богатой семьи. И вот так оно и получилось. Алиса хорошая, мам. Она тебя, кстати, сразу узнала. Потому и врала напропалую, лишь бы ты ни о чем не догадалась. Рожать-то она не у вас собиралась. Но вот застряла на трассе, схватки начались. Скорая довезла до ближайшего роддома, а ближайшим как раз ваш и был. Она мне звонила, запретила ее забирать. Так почему ты не давал о себе знать?» — спросила Антонина, поглаживая руку сына. Она не сердилась на него. Разве могло хоть что-то иметь значение, когда он рядом, ее Васька Василек, сорванец ее любимый, бестолковый? «Я все думал, как бы тебя с Алиской познакомить. Надеялся, что ты ее увидишь, и понравится она тебе. Но как она может не понравиться-то, мам? Ты же ее видела. Я тогда целый план сочинил, но вот. Как-то раз Артур Александрович, это отец Алискин, меня попросил зайти к нему в кабинет, какую-то книгу принести. Он ученый был, вечно с книжками своими. Ну, я и пошел, и увидел у ее отца кое-что. Твою, мама, фотографию. На столе стояла в круглой такой рамочке, старая уже. Я к нему, откуда говорю, у вас мамино фото. А он нахмурился, замолчал. Потом спрашивает: а это что, и правда мама твоя? Антониной зовут. Вот тогда мне Артур Александрович все и рассказал, что ты его первой любовью была, но не сложилось. Отец ему запретил с тобой встречаться, и расстались, и как ты плакала. Все мне рассказал. И как забыть тебя не мог, даже когда и женился уже, на ком отец сказал, и когда и Алиска уже у него родилась. А он все тебя помнил, жалел, что смолодушничал тогда. Отца расстраивать не хотел, тот уже старый был.
Я тогда сразу все понял, и почему ты богатых так ненавидела, понял, и что никогда ты Алису мою не примешь, если узнаешь, чья она дочь. Алиса, она сказала, мама дороже, девчонок много, а мать только одна. А я как с ума сошел, чувствую, не могу я без нее. И до сих пор не могу. Вот тогда я в город сбежал, сменил ее. Иногда только ночью приезжал к твоему дому, смотрел. Прости меня, мама. Козел, не удержалась Софья Константиновна. Любовь у него, видишь ли. Любовь, кивнул Василий. Вот и сын у нас уже родился, мама, внучок твой. Может, пойдем к нам? Чаю попьем, с Алисой еще раз познакомитесь. Уже как родные. Пойдем, мамуль. Ну, тебя, всхлипнула Антонина. Пошли, не чужие ведь.